Всем привет! Изучая особенности личности великих мастеров искусства, будь то музыкант, поэт, артист балета, художник, нельзя не заметить, что все их способности группируются вокруг 5Т. Это талант, трудолюбие, требовательность, терпение и творчество. Также большинство выдающихся мастеров обладают не только своими специфическими способностями, но и целым рядом других способностей, говорящих об их разносторонности. Сегодня я расскажу о 6 проявлениях одаренности у великих музыкантов прошлого, и если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, ярче всего феномен музыкальной одаренности связан с музыкальной памятью. Юный Моцарт, прослушав в Ватикане всего 2 раза сложное хоровое сочинение, а если точнее, то «Мизерери» итальянского композитора Григория Аллегри, через 2 дня вручил написанную по памяти рукопись этого произведения папе, главе Римской католической церкви. Знаменитый итальянский дирижер Артуро Тосканини почти весь свой репертуар дирижировал наизусть. При этом он помнил произведения, выученные им несколько десятков лет назад. Ференц Лист смог выучить сложное произведение по пути на концерт, внимательно изучая его глазами. Это доказывает общий показатель музыкальной одаренности – способность добиваться наивысших результатов за короткий отрезок времени и затем долго его сохранять. Также одаренности свойственна огромная заинтересованность во всем том, что происходит в окружающем мире. Этот интерес сопровождается неустанным самообразованием, присущим великим людям, неким стремлением к совершенству. Молодой Ференц Лист писал своему другу в письме следующее, цитирую: «Вот же 15 дней мой ум и мои пальцы работают как проклятые. Гомер, Библия, Платон, Лок, Байрон, Гюго, Ламартин, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гумель, Моцарт, Вебер – все вокруг меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с увлечением. Ах, если не сойду с ума, ты найдешь во мне опять художника». Одаренность проявляется и в универсальности. Так универсальностью был наделен Бах. Он был исполнителем и композитором, изобретателем и мастером, сведущим в законах акустики. Он конструировал инструменты, досконально знал технику строительства органов. Среди музыкантов прошлого довольно распространен и литературный талант. Яркие литературные эссе и музыковедческие исследования писали Лист, Шуман, Вагнер, Серов. Эпистолярное наследие Чайковского, Глинки, Шопена, Берлиоза также говорит о тяге проявления такого вида таланта. К чему я, собственно, веду? Что бы ни говорили о том, что если ты музыкант, будь то пианист, скрипач, флейтист, чтобы быть одним из лучших, не нужно отвлекаться ни на что, кроме музыки. Но, как видите, история великих музыкантов говорит об обратном. Поэтому я как ни была согласна с этим дурацким стереотипом, так и остаюсь верна противоположному. Тем более нахожу все больше и больше подтверждений. Например, у Савшинского. Я даже отдельное видео об этом снимала, об односторонности пианиста. И вот, например, у немецкого философа Лихтенберга. Он писал, цитирую: «Человек, изучающий химию и только химию, и саму химию знает плохо». А немецкий дирижер Бруно Вальтер так вообще высказался очень категорично. Только музыкант – это всего лишь полумузыкант. Если философы и дирижеры для пианистов не авторитеты, сейчас приведу для вас высказывание выдающегося итальянского пианиста Бузони. Он писал: «В чьей душе жизнь не оставила следа, тот не овладеет языком искусства». Для чего, спросите вы, вся эта растрата энергии и времени, если и так очень часто 24 часов не хватает все переделать, да и качественно позаниматься? Скорее всего потому, что большая эмоциональная нагруженность жизненными впечатлениями, а это и концерты, и выставки, и встречи по интересам, литература, приводит к тому, что в сознании рождается масса художественных образов, которым необходимо перерождение в красках звуков. И если как накопление, так и последующее выражение этого не происходит, то творческий человек становится буквально больным человеком. В доказательство могу привести отрывок из письма Шостаковича. Он писал, цитирую: «В последнее время не работаю. Это мучительно. У меня, когда я не работаю,
Непрерывно болит голова. Вот и сейчас болит. Это не значит, что ничего не делаю. Наоборот, очень много делаю. Читаю множество рукописей. Должен давать на все ответы. Но это не то, что мне надо. Не пишу музыку. Бывает и так, что само желание выразиться в звуках музыки – это необходимость. Необходимость освободиться от переполняющих душу переживаний, связанных с неудачной любовью, например. В пример могу привести Гектора Берлиоза. Так его неудачная любовь к ирландской актрисе двигала Берлиозом, когда он сочинял фантастическую симфонию. И его воплощение оказалось крайне интересным. Так, во вступлении к симфонии, имеющей программный подзаголовок «Эпизод из жизни артиста», рассказывается, как некий молодой музыкант, страдающий от несчастной любви, решил отравиться опиумом. Но слишком малая доза не привела его к смерти, и в его сознании его чувства притворились в музыкальный образ. Так образ возлюбленной превратился в навязчивую мелодию, которую герой слышит повсюду. И в 4 части «Шествие на казнь» герою снится, что он убил возлюбленную, и его ведут на казнь. Интересно, кстати, то, что, создав это произведение, композитор, по свидетельствам, действительно волшебным образом смог избавиться от своих тяжелых переживаний и полностью вылечился от своей несчастной любви. У Вагнера тоже было подобное. Сохранились свидетельства того, что, только создав Лоэнгрин, он освободился от не дававшего ему покоя образа. О своей переполненности образами делился и Чайковский. Переполненность образами у Бетховена была столь сильная, что он, по воспоминаниям друзей, метался по комнате как сумасшедший и выл как зверь. Ференц Лист также, как и вышеперечисленный, искал выход, разрядку от переполняющих его идей. Но он делал это немного по-другому. Он, к примеру, создал новую технику фортепианного изложения и исполнения, потому что не мог никак воплотить своими пальцами на фортепиано слышанные им как реально, так и мысленно органные, скрипичные, оркестровые и вокальные звучания. Воплощение требовало гораздо более инновационного изложения. Назовем это так. И, конечно же, основная мотивация творческого труда лежит не в сфере достижения результата, хоть это и важно, а скорее в сфере созидания, в самом процессе. Ну и, конечно же, меньше всего такого творца интересуют материальные выгоды. Шуман так вообще однажды отрезал. Он сказал: «Искусство не предназначено для того, чтобы наживать богатство. Поэтому та радость, которую испытывает Творец Прекрасного, заставляет его работать и работать. Болезнь, неблагоприятные условия, недоброжелательность, критика – все это отступает на второй план». Рахманинов подтвердит мои слова. Если я не буду работать, то зачахну. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!